Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено разбору ваших работ. Я разберу 5 работ моих учеников. Если вы тоже хотите, чтобы я разобрала в одном из видео ваши работы, присылайте их в телеграм-канал. Я выберу несколько работ, которые мне кажутся наиболее интересными и будут полезными для многих. А если вы хотите регулярно получать разборы от меня, вы можете подписаться на соответствующие тарифы и учиться смотреть уроки и получать обратную связь от меня. Все подробности есть на сайте или можно подписаться через Boosty и Patreon. Ну, давайте начинать. Ставьте лайк и поехали. Первая работа у нас выглядит вот так. Она нарисована по моему уроку. Внизу вы видите референс, который нарисована работа. И здесь я хочу обратить внимание на технические моменты. Обратите внимание, что поверхность камней, она как бы такая в полосочках, и несмотря на то, что камушки не такие уж и большие, но краска ложится неровно. Давайте вместе еще раз разберем прием, которым можно сделать ровную заливку для того, чтобы у нас вот так вот сразу в технике а-ля прима получались ровные красивые заливки. В общем, и сначала мы заполняем исходный нужный нам участок водой. Можно делать это и без воды, но это как бы более такой продвинутый вариант для более уверенных. А потом в воду мы добавляем наш цвет, который мы себе придумали. При этом сразу же добавляем цвет по более темной области. То есть если мы считаем, что у нас с какой-то стороны будет более темная теневая часть, мы цвет вводим в него. В более светлую область он уже потом распределится. И цвет мы вводим, посмотрите, как я работаю кисточкой. Я не давлю на кисть сильно, так, чтобы она сплющивалась. Я цвет ввожу на кончики кисточки. После того, как вы добавили основной цвет, вы можете чистой кистью, держа в руке, вот у меня в левой руке салфетка, ее не видно на экране, но вы видите, что я убираю периодически кисть, и в салфетку промакиваю, я даже не промываю кисть, а промакиваю лишний пигмент. То же самое можно сделать и с несколькими цветами. Вот, например, сейчас я сразу цветом делаю такую серо-фиолетовую заливку. Это у меня цвет дымка от Невской палитры, не помню точно название, гематитовая, по-моему. И мы можем ввести второй цвет. Вот я, например, для контраста беру красный цвет и аккуратно его распределить. При этом цвета могут даже не перемешаться, а как бы один цвет оттолкнуть другой, и будет довольно чистая заливка. Здесь зависит от того, насколько вы уже привыкли это вводить. Излишки воды из таких заливок лучше убирать. И убирать аккуратненько кончиком, вот так вот промакивая в салфетку, кисточку. То есть мы на кисточку собираем и промакиваем. И любые движения по такой заливке, они будут уже, чем больше движений, тем больше вероятности того, что будут появляться полосы. Если вы хотите еще ввести цвет в такую заливку, это нужно делать только пока она мокрая. Если у вас уже заливка подсыхает, но вы все еще хотите ввести в нее цвет, значит, вы должны дождаться полного высыхания заливки, чтобы вы уже не могли смахнуть краску. И по полностью сухой заливке добавить еще цвет. Если вы будете лезть в подсыхающую заливку, у вас начнут появляться полосы. Я вот здесь, честно говоря, специально старалась сделать полосы, но не получается у меня специально этого сделать. Вот я старалась в этом камушке показать, что будет, если лезть в полусухую заливку, но все равно получается ровнее, чем мне хотелось бы показать. Итак, по воде мы работаем кончиком кисти, как бы вплавляя пигмент в краску.
Второй цвет мы можем добавлять точно так же на кончике кисти. И чем меньше вы делаете движений кистью в заливке, тем меньше у вас будет полос и тем ровнее будет получаться заливка. Это технический прием, и как любой технический прием, он требует некоторой тренировки и отработки. А, У меня на канале есть в открытом доступе урок по рисованию тремя цветами такие башенки из камушков. Вы можете его посмотреть, а можете подписаться на платные ресурсы и посмотреть вот такой большой урок по камушкам. Этот урок в большей степени посвящен цвету, но я думаю, что там также можно отработать технику ровных таких многоцветных заливок. В общем, очень полезное упражнение. Давайте посмотрим на следующую работу. Я добавила ее в графический редактор на планшете, чтобы было удобнее разбирать и показывать, что можно здесь исправить в рисунке для того, чтобы работа была более интересной. И специально оставляю оригинал работы и делаю себе копию, на которой я буду исправлять. С первого взгляда работа выглядит симпатично. У нас есть море, у нас есть небо, кораблик с отражением, такой расхожий сюжет, но как будто бы чего-то не хватает. Вроде бы голубое небо, но как будто бы в работе не хватает немножко света. И еще работа смотрится плоской. Давайте попробуем добавить в нее света и попробуем добавить объема. Смотрите, у нас есть голубое небо, а на переднем плане автор попробовал добавить немножко больше голубого цвета, но посмотрите разницу между тем, какое у нас синее небо и какой легкий оттенок автор добавил на передний план. А для того, чтобы у нас передний план вышел вперед, он должен по цвету, по тону отличаться от того, что сзади. А у нас у автора получилось, что все море, оно практически одного цвета. То есть здесь я предлагаю все-таки делать градацию по цвету в море. В море у нас отражается небо, и мы смело можем добавить вот этот красивый голубой цвет, который у нас есть в небе, мы можем добавить на передний план в море. Теперь давайте более детально посмотрим на небо, что у нас там происходит. Автор попытался изобразить кучерявые облака сверху, но, на мой взгляд, вот очень темный цвет получился. Сравните цвет лодки и цвет облаков. Не может быть у нас такое же темное облако, если у нас там не гроза только, и то вряд ли, такого же темного цвета, как цвет лодки. Поэтому такой темный цвет лучше не добавлять. Да, облака могут быть более темные, например, ближе к нам, то есть те, которые находятся выше, это облака, которые ближе к нам, они могут быть более темные, более насыщенные, но все-таки не такие. И здесь нужно поработать с формой самих облаков, то есть вот эта вот задняя белая часть, она получилась как стенка плоская, и нужно в нее добавить объема, порассматривать внимательно, какими будут облака. Я здесь фантазирую от себя, как это может выглядеть. Но лучше, конечно, брать какой-то референс и смотреть, какие формы там получаются у облаков, потому что здесь не хватило вот этой вот тональной проработки, то есть как будто бы вся энергия, все внимание ушло на вот эту верхнюю часть облаков, а внизу все осталось очень ровненько. С одной стороны, это неплохое мышление, то есть как будто бы мы здесь уводим вдаль, в перспективу то, что у нас дальше. Но здесь чересчур получилось разделение между каким-то вот маленьким кусочком облаков, и то они очень мелкие там получились. Вот, нужно здесь достроить и дорисовать. Конечно, в акварельную работу уже лезть нельзя, но я показываю, как стоило бы мыслить, если бы мы
рисовали эту работу еще раз. Нужно пофантазировать на тему того, какие там могут быть облака, или найти хороший референс, с которого можно перерисовать эту форму. Не забывать про воздушную перспективу, про то, что у нас ам, облака становятся чуть светлее к горизонту, меньше вот эта контрастность, то есть самые контрастные облака у нас над нами наверху. И про линейную перспективу тоже, то есть если мы принимаем за то, что у нас облака одного размера, то к горизонту они будут становиться меньше. Ну, конечно, тут бывают вариации на тему того, что облака бывают разных форм. Дальше давайте еще посмотрим на цветовое решение работы. Мне здесь немножко не хватило теплых цветов. У нас вся работа выдержана в холодных тонах. Из-за того, что у нас нету теплых цветов, единственное место, где есть теплые цвета, это в парусе. Но в него я бы наоборот добавила холодных оттенков, потому что в тенях в нем скорее будет отражаться вот это голубое небо. То есть тени у паруса скорее будут холодные, а не теплые. А вот в небе можно добавить какие-то теплые моменты для того, чтобы работа была более контрастной и чуть-чуть почувствовалось теплого света. Когда у нас в работе появляются комплементарные цвета, такая работа всегда смотрится более контрастно, более светло, потому что один цвет, он как бы усиливает другой, противоположные друг другу цвета, они усиливают другой. Когда у нас все цвета холодные, нашему глазу не с чем сравнить, он не понимает, насколько яркий этот голубой цвет. А как только у нас появляются какие-то теплые моменты, мы можем уже начинать понимать, как это, как вообще цвета противопоставляются друг другу. Ну что, вы видите разницу между двумя работами? Маленькие нюансы и моменты, но они влияют на наше восприятие и на то, что мы по итогу увидим. Перейдем к следующей работе. Автор взяла довольно сложную задачу себе. Здесь такой горный пейзаж с домиком. Автор писал о том, что ей хотелось передать свет. Референс сложный, здесь много всего, и работа получилась немного дробная. Да, она интересная, я вижу, что автор пыталась сделать интересные красивые тени и передать свет, но когда много вот таких вот разных элементов, есть большой риск во всем этом запутаться. Поэтому, когда мы берем сложный референс, где много разных моментов, много разных деталей, его нужно изначально упрощать и делить на более простые части, чтобы у нас не получалось дробности. Какие это части, например, могут быть в данном случае? У нас есть передний план, который, допустим, мы можем сделать более теневым. Да, то есть он у нас будет вот в целом соберется в такую единую большую тень. У нас есть средний план, на котором располагается домик. И у нас есть дальний план, это вот горы, которые мы видим сквозь деревья. Давайте посмотрим, как это можно было решить, более практически, более детально. Мы уводим в тень в целом передний план, какой-то, да, вот уголок переднего плана. Я здесь просто добавляю более темный цвет на вот эту кочку. Допустим, да, здесь у нас тень от деревьев получается. Можно немножко добавить еще на соседний уголок, тоже чуть-чуть более темного цвета. Сразу он вышел вперед. И еще такой момент — это точка входа в пейзаж. Вот эти вот теневые яркие моменты по углам, через них наш глаз как будто бы заходит в пейзаж. Есть вопросы по поводу теней.
Кое-где автор оставил такие яркие голубые тени, ну, как будто бы вдохновившись импрессионизмом. Но где-то они ярко-синие, голубые, а где-то они не такие. То есть здесь как бы нужно все тени, которые находятся в единых плоскостях, привести к единому знаменателю. То же самое нужно сделать и со светом. Ну, например, если у нас есть здесь камни на переднем плане, то все камни, которые у нас освещены, мы можем сделать как бы в единых частях. А здесь у нас получилось, что где-то освещенная часть, она бежевая, где-то она голубоватая. Я не понимаю, что камни могут быть разных оттенков, но в освещенной части свет становится очень бледным, и здесь важнее передать вот эту вот контрастность цвета. Дальше смотрите, у нас в одной плоскости находится тень на камнях, и боковая сторона дома. Но боковая сторона дома у автора получилась почти что не в тени. То есть разница тона между лицевой стороной дома, которая, судя по тому, как расставлен свет, должна быть освещена, и теневой стороной дома, она очень небольшая. А в камнях эта разница очень большая. Поэтому мы должны тут тоже свести ближе к единому знаменателю. Дальше переходим к горам. Вот смотрите, я специально приблизила и показываю вам, что цвет стены и цвет горы, они одинаковые практически. Из-за этого у нас не происходит отделение дальнего плана между тем, как вот эти горы на дальнем плане, они очень-очень далеко от этого дома, и они должны заметно, для того, чтобы отделиться, отлепиться от этого дома, они должны заметно отличаться по тону. Я бы все горы сделала более холодными, вообще там не брала этот коричневый цвет, а выдержала их в более холодных тонах, потому что у нас есть воздушная перспектива. Может быть, их можно было бы сделать, ну, посветлее, не тот цвет, который вот я выбрала сейчас. Я поэтому вот сейчас тоже размышляю над этим и растушевываю. И лес, который есть с левой стороны за соснами, то есть там где-то вот есть сосны, которые есть на переднем плане, а есть еще дальше туда уходящий лес. В какой-то момент я бы тоже его отделила и сделала более холодным для того, чтобы он тоже ушел назад и сосны ушли вперед. Видите разницу, как сильно вышли вперед сосны, когда я сделала лес за ними более холодный, и они стали более горящими, и на них стало сильнее чувствоваться свет. Итак, еще один вывод по подобным работам: когда вы берете для себя такие сложные референсы, упрощайте их до какого-то единого знаменателя, делите их на какие-то более понятные части, делите части, ну, как бы угол света, то есть выбирайте все предметы, которые у вас под одним светом находятся, и выделяйте их, ну, как бы приводите их к какому-то единому знаменателю. Тогда у вас работа будет более собранная и не получится такой дробности. Давайте перейдем к следующей работе. Это тоже работа по моему уроку с виолончелистом. Здесь я не очень буду комментировать позу самого виолончелиста и хочу поговорить про цвет. Вообще на уроке мы разбирали это, но с первого раза бывает сложно все ухватить, и поэтому еще раз вернусь к этой теме, а именно к теме света. Вообще акварели мы привыкли видеть такими нежными, цветочными, какими-то прозрачными, но акварели могут быть и темными, и с темными фонами, и это тоже выглядит интересно, и нужно уметь набирать темный цвет в акварели. Здесь у нас автор, не могу ручаться, что он использует чисто черный цвет, но могу предположить, что это может быть так.
Черный цвет сам по себе очень обманчив, потому что серая пена или сажа газовая, они довольно-таки бледнючие при высыхании, то есть они сильно теряют в яркости. Поэтому с ними нужно быть осторожными. И очень хорошие черные цвета можно получить, смешивая цвета, а не беря готовый черный оттенок. И прелесть этих цветов в том, что у вас, кроме того, что у вас будет градация по тону, вот я здесь специально выделила такие образцы цветов, которые были в первой работе, у вас будет и градация по тепло-холодности. То есть вы будете варьировать пропорции темного цвета от более теплого к более холодному. У вас может быть как уходящий в синий холодный темный оттенок, он может быть более фиолетовым, он может переходить в такой в теплый коричневый цвет. В первой работе это не получилось, то есть здесь перепада вот от теплоты к холодности ее практически нет. А перепад вот этой теплохолодности, он также дает нам объем. И то же самое здесь в виолончели. Мы можем здесь сказать, что она, допустим, в желтом цвете и вся желтая, или она там коричневого цвета, а можем поиграть вот с этими вариациями по цветовому кругу и где-то добавить более красные моменты. Прям вот можно даже использовать открытый красный цвет в каких-то моментах, а где-то оставить вот этот более такой желтый прозрачный цвет. И у нас сразу появится больше цветности и больше такой сочности и света в работе. Вот смотрите, какие у меня, да, то есть у меня вроде бы черный цвет, но он на самом деле из синей гаммы. И ну, серые оттенки, они уже более теплые. И в виолончели, да, тоже у меня больше разнообразия цветов идет, и это, ну, как бы делает работу более живописной. Работа сложная это, но очень интересная, очень интересно поработать с вот таким вот темным референсом и в то же время в этом темном референсе передать свет, освещение и динамику, которая там происходит на сцене. Напоминаю, что она у меня есть для моих подписчиков в платных сервисах. Можно даже вот в тени добавить немножко красноватого. Тоже будет как бы более живой цвет, более сочная это будет работа. Когда вы выбираете эти цвета, нужно обязательно смотреть и вспоминать цветовой круг. То есть мы здесь берем, например, если мы решаем, что у нас в виолончели там оранжевого цвета, то мы, кроме оранжевого, можем взять и красный, и желтый. И тогда у нас будет больше свечения. В синих тоже можно брать, например, и синий, и где-то там более голубоватый, где-то более фиолетовый цвет. То есть это вот как бы мы таким паровозиком едем по цветовому кругу. Если вы еще не ориентируетесь в цветовом круге, посмотрите, у меня есть подробный урок, он очень полезный и дает понимание, как цвета взаимодействуют на цветовом круге. Ну и последняя работа на сегодня. Здесь я тоже хочу обратить внимание на технические моменты, а именно на то, как писать воду. Давайте вместе еще раз разберем прием, который позволяет получить такой эффект ряби на воде. Причем я сейчас буду его рисовать на абсолютно гладкой бумаге от госзнака, такой гладенькой, ровной. Если вы работаете на шершавой бумаге, этот эффект будет получаться еще более
активный. Вот смотрите, если я просто беру кисть, то у меня получаются вот как раз такие волны, как у меня были у автора. А теперь смотрите, что я делаю. Я промакиваю кисть не у кончика, а у основания, потому что там собирается наибольшее количество влаги. И теперь кладу ее практически лежа и начинаю делать такие протирающие, подметающие движения. Кисть практически вот насколько у вас получается в горизонтальном положении, то есть она почти что лежит на бумаге. И это самая обычная кисть, Рублев там в форме капли. Как вариант, можно еще попробовать ее сплющить, то есть вот взять цвет, сплющить ее пальцами, чтобы получилась вот такая метелка, и попробовать делать это метелкой. Но, честно говоря, не получается очень долго такую кисть держать сплющенной, она все равно собирается, ну, как бы хорошая кисть, если она еще не убитая, она собирается воедино. Есть еще вариант каллиграфической кисти. Вот эти кисти более податливые на то, чтобы их как-то сплющивать, что-то с ними, какие-то манипуляции такие производить, и они держат форму после того, как вы их сплющите. Точно так же набираю цвет, промакиваю основание кисти, чтобы у меня не было излишки воды, пальцами, между пальцами ее расплющиваю, и вот у меня получается такая метелочка, и я начинаю ей подметать и набирать мою рябь на воде. Чем сильнее я давлю на кисть, тем у меня большее количество бумаги закрашивается. Чем слабее я касаюсь, тем меньше бумаги закрашивается. При этом в тех местах, где закрашивается достаточно много, то есть пигмента уходит довольно много, заливка даже получается влажная, то есть она не прям сразу сухая получается, а видно, что вот сейчас под лампой, что вода блестит. Да, то есть там получилось прям такое влажное пятно. Соответственно, там, где вам нужна практически гладкая вода, вы можете просто посильнее касаться кистью. Вот, ну, видно, что вот это блестит вода под лампой, это не бумага просвечивает. А там, где вам нужно уже получить рябь, там кисть чуть сильнее отрывайте. Опять же, это механика, которую нужно тренировать, то есть это нужно несколько раз попробовать потренировать. И для того, чтобы у нас получились уже барашки, можно вот даже в этой влажной заливке где-то протереть цвет, вот почти до белого листа здесь у меня бумага Гузнак протирается. Вот, но это зависит от бумаги, как это будет получаться. Полностью этот урок есть на моем канале в YouTube в открытом доступе. Заходите, смотрите, рисуйте. А я буду заканчивать мое видео. Если вы хотите, чтобы я разобрала ваши работы, находите меня в Телеграме. Все ссылки есть в описании канала. Или подписывайтесь на мои платные ресурсы Boosty, Patreon. И на моем личном сайте тоже можно смотреть уроки и получать обратную связь от меня. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Творческих вам успехов! Пока!